Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто вас любит и ненавидит одновременно? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вы настолько стали осторожным, вот осторожным вообще с людьми. Вот как-то, знаете, то ли у вас появилось больше недоверия, то ли разочарование вообще. Это касается, я думаю, скорее это касается женщины. Женщины, с которой вот у вас была семья, даже у кого-то ребенок может проигрываться. Вы настолько вот сейчас, знаете, вот присматриваетесь и к женщинам, и к людям. Вы не можете, я думаю, как-то душу так легко и просто открыть, как, может быть, раньше могли открывать. Вы такой человек, знаете, вот душа компании. Я бы сказала, что вот вы такой человек, который очень гостеприимный, который, знаете, вот, ну, вы весельчак балагур, я бы сказала. Но это было скорее до того, как вот у вас было какое-то событие, которое могло вот поменять вас, причем поменять даже ваш характер. У кого-то это может чуть ли не на 180 градусов характер поменялся. Вот какая-то болезненная ситуация была. Это может быть развод, разрыв, это потеря чего-то важного, да. Вы человек, который, в общем-то, довольно неплохо зарабатывает. Я не могу сказать, что вы такой транжира. Вы вот именно по деньгам очень так скрупулезно относитесь к деньгам. Вы не будете сорить деньгами. И женщину, вот, которая у вас была, вы довольно сильно баловали. Я думаю, что вот вы именно в нее скорее вкладывались, чем в себя. Вот вы из таких людей, которые скорее про себя забудет, но отдаст любимой женщине. Вот как-то не очень-то вы себя баловали. Я бы сказала, может быть, даже не очень вы себя любите. Потому у вас вот в жизни и произошло то, что произошло. Очень непростая у вас ситуация была. На данный момент я пока не вижу, что у вас есть новая женщина, семьи я не вижу, да, вот, то есть вы либо же еще пребываете в каком-то вот состоянии уныния, что ли, вот какой-то такой, может быть, небольшой грусти, либо же еще вот, ну, нет желания просто у вас после вот этого вот болезненного расставания, как-то вот нет желания еще заводить отношения. Итак, давайте-ка посмотрим, какая женщина к нам пришла, которая любит и ненавидит вас. А вы думаете, что это за женщина? Итак, это женщина, которая умеет манипулировать. Это женщина, которая довольно коммуникабельная, она много чего умеет, знает, она может еще проигрываться, всесторонне развитая. Она очень активная, у нее может быть такой очень огненный характер, даже может проиграться огненный знак зодиака. Но в то же время, вот когда на нее посмотришь, она кажется такая солнечная, белая, пушистая. Она очень любит комфорт. Это женщина, которая, знаете, она вот без выгоды, она просто шага не ступит. Она настолько любит комфорт, она вот, ну, на все пойдет просто ради комфорта. Она будет изощряться, она будет манипулировать, она будет все так обставлять, только чтобы было так, как она хочет. Она любит, чтобы все ней восхищались, чтобы вообще по жизни было все так, как она хочет, как она сказала. Вот настолько она вот эгоистичного склада. Так, что же она еще расскажет нам о себе? Это женщина, которая предавала, я думаю, и вас она предавала. Причем еще может проигрываться, что она либо же имеет очень сильную интуицию, либо же она
Либо сама занимается магией, либо ходит к каким-то гадалкам, там, к людям, которые занимаются магией. Я вам скажу, она, несмотря на то, что вот она какая-то, ну, не очень простая, может быть, даже с непростым характером, но тем не менее, вот в душе, она в душе совершенно другая. Давайте-ка уточним, потому что вот мне идет информация, что она совершенно другая внутри. Причем я вам скажу, вот в начале вашего знакомства, в начале вашего общения вот с этой женщиной, я думаю, она больше показывала свое настоящее лицо. Смотрите, она в душе, вот как бы, ну я не могу сказать прям белая и пушистая, но она как-то добрее. Она светлей в душе. Но вот почему-то она показывает внешне, какая она жесткая. Она показывает из себя снежную королеву. Она вот, ну, как-то привыкла застраивать, что ли, людей. А почему так? Давайте-ка посмотрим. А почему она так себя ведет? Почему она внешне другая? Знаете, я думаю, что все-таки у нее то ли родом из детства это идет, это какой-то, может быть, либо комплекс, либо там были какие-то у нее проблемы с родителями, что она, вот знаете, как будто себя настоящую закрыла и не показывает. Да, это, скорее всего, какой-то вот комплекс, либо же глубокая психотравма из детства у нее идет. Она могла испытывать либо же жесткое воспитание родителей, либо же нехватку там подарков каких-то, может быть, она из бедной семьи, может быть, ее ущемляли, может быть, родители к ней плохо относились. И вот это, как знаете, вот отпечаток своего рода вот из далекого детства это идет. Она в душе совершенно другой человек. Ей бы хотелось вот построить и хорошие, светлые, добрые отношения, но она как-то вот, она не умеет просто. Вот с вами она пыталась построить отношения, но у нее не получилось. Вот поначалу она была вот такая, какая она есть, да, с вами. Но потом, вот потом она замкнулась. Вот ее как будто, знаете, в определенный момент как переклинило. Что-то вы, может быть, то ли сделали не так, не то, что ей, ну, что ей не понравилось, либо сказали. И ей это напомнило вот прошлое время, вот, может быть, знаете, вот подсознательно, вот щелчок какой-то из прошлого. Ей напомнило какое-то событие из детства. Вот довольно такая вот, знаете, интересная ситуация. Мне прям самой интересно, что же там у нее произошло. Вот настолько глубокая психотравма у человека, что вот еще раз говорю, было у вас все хорошо вот поначалу, да, потом что-то вы либо сказали, либо сделали что-то такое, что она как будто вот поменялась. Она могла это сразу не показывать. Она могла, знаете, у кого-то это в одночасье она как будто вот холодная стала. У кого-то это постепенное охлаждение. Ну, то есть это какой-то вот именно щелчок был из прошлого. Смотрите, она даже, вот я вам скажу, она в душе, она и хотела бы стать другой. Она хотела бы поменяться. Причем я вам скажу, и чувства к вам еще, они полностью не угасли. Почему вот я говорю, что она и любит, и ненавидит. А почему ненавидит? Давайте-ка посмотрим. Так, почему ненавидит? Она, смотрите, с одной стороны, она не может вас забыть. Она действительно, она еще питает к вам чувства, но она ненавидит, что вы позволили вот, ну, как бы так легко и просто вот разрушиться этим отношениям. Несмотря на то, что вот даже если она накосячила, вот я делаю акцент, даже если она накосячила, она думает, что вы должны были все простить, да, вот если вы ее любите, она считает, что вы должны все простить, все забыть, да, вот типа перебеситься и все, и забыть это все, и жить с ней дальше. Потому что, еще раз говорю, вот эта травма детства, которая вот глубоко в подсознании у нее сидит и ней руководит.
она ей не дает покоя, она злится на вас. Это своего рода такая, ну знаете, ну ненависть, не ненависть, но как вы могли позволить, вот что так все произошло. Даже если она провинилась, даже если она обманула, понимаете, какая вот дилемма? Она считает, даже вот если она обманула вас, вы должны перебеситься, перезлиться, но все равно, там, я не знаю, не разрушать отношения, либо же должны были вернуться к ней через какое-то время, понимаете? Потому что вот она считает, если человек любит, значит, он должен все терпеть. Может быть, у нее, опять же, может, из детства это идет, да? Мать могла быть такой, ну, иметь психологию жертвы, как бы. Вот когда женщины терпят очень неподобающее, простите, очень неподобающее такое плохое отношение мужчин, да? Психология жертвы, кстати, есть у многих женщин, которые терпят измены, которые терпят унижение, оскорбления. Вот они привыкли, это все идет родом из детства, да, мы же не знаем, может быть, у этой женщины был такой пример перед глазами среди родителей, либо же мать к ней, отец так относились очень грубо и жестко, да. А теперь она вот превратилась просто в жертву, но уже в своих отношениях. Поэтому здесь довольно такая очень интересная, сложная история. Понимаете, она и сама, смотрите, она и сама страдает. Ей одиноко, ей плохо. Мужчин я сейчас не вижу у нее. Я вообще не вижу, что она как-то, ну, особо пытается устраивать отношения. Чувства к вам еще у нее есть. Вот есть у нее чувства, но в то же время вот она злится, вот какая-то вот, ну, ненависть своего рода, да. Но в то же время она ничего не делает и не будет делать. Ей плохо, ей больно, обидно. Но она думает, что если человек любит, да, он не уйдет. Если человек любит, он сам сделает первый шаг, чтобы вернуться, примириться, да, вот, ну, как-то вот в этом ключе. Поэтому вот как-то жизнь у нее сейчас даже вот, ну, в таком вот подвешенном состоянии. Какого-то стимула я не вижу. Не вижу улучшения вообще какой-то ситуации. Да, ей хочется любви. Посмотрите, она хочет любви. Она в душе очень хочет любви. Но то ли не научили ее, как правильно с мужчинами обращаться, да, вот к чему я веду. Вот она такой человек, она вроде бы в душе, вот она настоящая, она белая, пушистая, ранимая, добрая, да, но она этого не показывает. Она как загнанный вот волчок, да, которого в угол загнали, и она не знает, как выйти оттуда. Я думаю, что, скорее всего, вот это реально идет проблема из ее, вернее, не отношений, а из ее детства. Потому что когда вот растут дети, да, и они видят модель поведения своих родителей, то они, естественно, будут наследовать эту модель поведения, но уже в своей взрослой жизни. Поэтому вот и эта женщина, я думаю, скорее всего, она не видела примера, как должны общаться в паре, да, как люди должны любить друг друга, как должны относиться друг к другу, да. Вот она в начале отношений, как бы, знаете, вот выглянула из норки, вот какой-то период показала свое настоящее лицо, а потом как будто сбежала назад, вот как будто, знаете, как мышка в норку спряталась. И что-то ее спугнуло, вот что-то вы такое сказали, либо сделали, она опять испугалась, вот как будто страх какой-то, вот то ли комплекс, но что-то ее спугнуло. И она начала себя по-другому вести, начала более, может быть, агрессивной стала, вот как будто вообще человека подменили. У кого-то это начались, да, измены, вранье какое-то началось. Ну, то есть это такая ситуация, которая вот из подсознания движет человеком. Это настолько, вот я сейчас вот растеклась мыслью по древу, да, настолько это серьезные вещи, может быть, не всем это и понятно будет. Но наши травмы из детства, которые уходят в подсознание, они очень долго, порой даже всю жизнь, они управляют нами. Причем неосознанно. Какие-то наши поступки даже, они зависят от вот этих наших вот подсознательных впечатлений из детства, из нашего какого-то раннего опыта.
Поэтому вот такая ситуация. Она, с одной стороны, и любит вас, да, чувства еще есть. Но вот эти ее какие-то установки, может быть, из детства, вот эти вот ее подсознательные там штуки, которые у нее в голове сидят и не дают ей покоя, да, они вот ее не могут отпустить. Вот это, знаете, вот, ну как наваждение своего рода. Она ни отношения не может нормально устроить. И построить в то же время она тоже не может отношения. И к вам и тянет, и с другой стороны какая-то злость, ненависть, почему же вы такой сякой, да, ничего не делаете и не возвращаете ее, понимаете? У нее получилась вот такая дилемма. Вот такой довольно интересный философский, психологический расклад у нас сегодня получился. Даже мне интересно стало, как же так у нее получилось. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!